Мы с вами однажды обсуждали этнографический метод исследований. Социологи не проводят формальных интервью и не просят заполнять анкеты, а включаются в жизнь социума и наблюдают ее изнутри. По результатам общения исследователи ведут этнографические дневники, которые позже разбирает аналитическая группа, выявляет устойчивые паттерны и закономерности и пишет отчет. В результате не получается количественных данных, мол, столько-то за Путина, а столько-то против войны. Но получаются данные качественные. Становится ясно, во-первых, как люди относятся к войне, к власти и к беженцам, а во-вторых, почему они относятся именно так. Я уже делал ролик о таком исследовании. Осенью 23 года ученые из лаборатории публичной социологии изучали, как россияне относятся к войне. Тогда исследователи обнаружили, что россиян, которые поддерживают СВО или наоборот выступают против войны, мало. Большинство – серая зона. Они о войне и знать ничего не хотят. Но если их прям заставить о ней говорить, то они будут войну и оправдывать, и осуждать, часто прям одновременно. Но в норме, если россиян не загонять в угол и не спрашивать про войну, они сделают все, чтобы не замечать и не думать, и вообще жить так, словно никакой войны нет. Такое большинство, которое старается не думать о войне, было и в Бурятии, и в Краснодаре, там, где новости и приметы войны вполне ощутимы. Если была хоть какая-то возможность войну игнорировать, люди так и делали. Почти в каждом разговоре исследовательниц была эта огромная фигура умолчания, слон в комнате, которого никто не хотел замечать. С этой способностью не замечать войну связана еще одна особенность нашего общества – его деполитизация. Объективная реальность, которую россияне хорошо осознают, такова. Они никак не могут повлиять на политические решения руководства страны. Выражая несогласие, можно попасть под каток репрессий, а изменить ситуацию нельзя. Возможно, это основная причина, почему люди в России даже не пытаются сформировать мнение по такой болезненной и важной теме. Естественным образом встает вопрос, что может изменить это положение вещей? Что может заставить россиян осознать, в их интересах войну закончить? Может, если война войдет в их жизни и явится в каждый дом, то общим станет ощущение, что все мы против? Но как проверить эту гипотезу? Осенью прошлого года у команды лаборатории публичной социологии появилась возможность провести исследование в месте, где не замечать войну никак не выйдет, в Курской области, в момент, когда часть региона была оккупирована украинскими войсками. Напомню контекст. В августе прошлого года ВСУ перешли границу, и вскоре под их контролем оказалось больше 80 населенных пунктов, включая один город – Суджу. Из этих и других приграничных сел и городов началась эвакуация. Больше 130 тысяч людей покинули свои дома, и большинство из беженцев оказались в Курске, в небольшом так-то городе, где живет немногим больше 400 тысяч человек. Там открыли чуть ли не 100 пунктов временного размещения и множество центров гуманитарной помощи. Уже в сентябре одна из исследовательниц лаборатории приехала в Курск, чтобы не пропустить все это движение и атмосферу, которая там создалась. Сигналы воздушной тревоги, разговоры об обстрелах, защитные сооружения, военные пропагандистские плакаты и все такое. Вторая исследовательница приехала позже, в ноябре. Каждая прожила в городе от 3 до 4 недель. Обе записались волонтерами в Центры гуманитарной помощи, чтобы разговаривать с беженцами и с другими волонтерами. Чтобы не ограничиваться разговорами только с ними, исследовательницы вступали в разговоры с барменами, водителями, официантами. Люди из сервиса привыкли говорить о чем угодно с незнакомцами. И даже просто на улице исследовательницы находили возможность завести разговор с местными жителями, а иногда просто слушали, о чем люди говорят между собой. И жители Курской области отличались от людей из прошлого исследования лаборатории. Они не могли не замечать войну, когда она буквально к ним в дома пришла. Но слон в комнате все равно оставался. Сейчас мы прорвемся на некоммерческое объявление от Монеточки, посмотрите, пожалуйста, и после него продолжим. В 2024 году преподаватели Норвежского университета выдвинули на Нобелевскую премию мира певицу Монеточку и рэпера Noise MC. Профессора считают, эти музыканты — голос нового поколения, которое высказывается за гуманистические ценности. Причем Монеточку так называют аж с 2018 года. Этот голос поколения российские власти пытаются заткнуть. Обоих исполнителей включили в реестр иноагентов, оба после начала войны покинули Россию. Они провели серию благотворительных концертов, чтобы помочь беженцам из Украины.
Осенью 24-го Монеточку и вовсе объявили в уголовный розыск. Сейчас Монеточка проводит мировое турне, которое называется Fairy Tale Tour. Там будут новые песни, новые аранжировки, новый образ и прежние хиты. Обязательно приходите поддержать ее, тем более, что турне действительно мировое. Монеточка выступит и в Австралии, и в США, и даже в Японии и Корее. А прямо сейчас проходят концерты в Европе. Зайдите на сайт по ссылке в описании и узнайте. Может, следующий концерт пройдет прямо рядом с вами, и вы сможете сходить. А ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16:00, ты ромашковый чай, покой, вечно плачу. А ты пахнешь, как эти шампуни без слез, как забота, как дом, как способность слез. И надолго любить, бесконечно любить. Спасибо, что смотрите некоммерческие объявления. У нас это было по моей инициативе. Сходите на концерт, если он где-то рядом с вами проходит. Ну, итак, продолжим. Так вот, знаете, как для курян выглядел этот переход от войны, которую они не замечали, к войне, которая начала управлять их жизнями? Исследовательниц это поразило. Люди говорили, что война началась не 24 февраля 22 года, а 6 августа 24. То есть для них войны буквально не было 2,5 года, и лишь в 24-м она началась. При этом, в отличие от остальных жителей России, многие собеседники социологов, особенно беженцы, видели приготовление к войне своими глазами. До этого, до 24 февраля 22 года, 2 недели к нам гнали технику, машины. Вот едешь, допустим, вдоль леса, и просто колонна от начала до конца леса стоит. Потом дальше едешь, и там тоже все усыпано военными и техникой. Но это еще была не война. Тем более, что подобное уже случалось и раньше, во время Майдана и захвата Крыма. Федеральные власти присылали войска, те топтались возле границ в ожидании чего-то, но потом просто уходили обратно. А в 22-м не ушли. Потом начались военные действия. Многие жители приграничья рассказывают, что последние годы слышали звуки орудий издалека, другие говорят об обстрелах их населенных пунктов. Но то бывало изредка, и можно было укрыться в погребе. Бухало постоянно все эти 2 года. Все бухало. Мы уже привыкли к этому. Но это тоже не воспринималось как война, а если и война, то она жителей приграничья почти не касалась. Воспринималось все как некоторые проблемы у соседей, а куряне знали, что они-то тут ни при чем. После 6 августа 24-го война началась и для этих людей. Но это не значило, что они стали воспринимать ее так, как антивоенное сообщество. Большинство курян не думали о войне как о политическом действии, за которое ответственны определенные люди. Не винили ни российскую власть, ни украинскую армию. Война просто случилась, сама по себе, как наводнение или землетрясение. Нынче погода плохая была все лето. Потом в ключах вулкан извергался, был пепел, потом вот эти ветры. В общем, люди бунтуют, природа бунтует, и вообще весь мир чокнулся. Разве это нормально, что сейчас делается? Ребята гибнут и тут, и там, на Украине. Вот что имело значение. Гибнут ребята, страдают люди. Собеседники социологов охотно рассказывали, как убегали от дронов, прятались от обстрелов, как вынуждены были оставить дома, а теперь начинают жизнь заново, часто уже в пожилом возрасте. Рассказывали о родственниках, оставшихся на оккупированных территориях, о том, как трудно или невозможно с ними связаться. Но попытки обсудить, с чего все началось, кто в этом виноват, чаще всего пресекали, говоря, что не хотят думать о политике. Мне, если честно, вся эта политика... С возрастом я понял, что она мне нахуй не нужна. А то, что там Зеленский, Путин, похуй кто. Впрочем, иногда люди все же говорили, что винят в случившемся власть, иногда прямо, иногда завуалированно. Ну, по документам отчитались, что защита стоит. Но на самом деле ее не было. Защита была 20 срочников и 10 пограничников. Вот и вся защита. При этом винили люди чаще всего не центральную власть, а местную. Вот тут им все было понятно. Разворовали, не организовали ни оборону, ни эвакуацию. Не могут нормально разместить беженцев и выплатить всем справедливые компенсации. Там поездил губернатор наш, на тот момент Старовойт, пофоткался. Мы там типа все сделали. А потом, как выяснилось, что даже то, что он пофоткал, там и половины этого не было. Как будто губернатор срывал сроки строительства дамбы, а потом не нашел в бюджете денег для пострадавших из зоны затопления.
Обычная такая хозяйственная халатность пополам с распилом. Старовойт проебал это. Проебал, потому что все деньги себе в карман откладывал, потом съебался в Москву, а деньги же нам от Москвы передавались, чтобы мы укрепляли границу. В разных антивоенных сообществах время от времени всплывает мысль, мол, если тяготы войны обрушатся на самих россиян, если война придет в жизнь каждого жителя, то все резко осознают и направят свой гнев на Путина как на виновника. Но вот сегодня мы разобрали исследование, авторы которого проверили эту теорию и убедились, она не работает. Даже потеряв дом и имущество, побывав под обстрелами, столкнувшись с войной нос к носу, люди не политизируются и не задают острых вопросов власти. Не винят в своих страданиях ни центральную власть, ни лично Путина. Не собираются ни протестовать, ни сопротивляться. Потому что это реальная жизнь, а не фильм «Неуловимые мстители», где все готовы к борьбе и захватывающим приключениям с высоким уровнем риска для жизни. Те немногие собеседники исследовательниц, которые признавались в антивоенных взглядах, также говорили, иногда косвенно, о страхе перед государством. В их речи рефреном звучало «Я не могу говорить об этом, я не хочу в тюрьму». Другие, не такие отважные, просто не позволяют себе иметь мнение по вопросам, кто виноват и что делать. Государству удалось выстроить конструкцию, в которой люди занимаются самоцензурой не только слов, но и мыслей. Оно раз за разом транслирует идею, что аполитичность – это норма. Следи, мол, за собой, не сболтни чего-нибудь не того. Эта конструкция очень надежная. Ровно на ней и держится авторитарная устойчивость. Никто не плюет против ветра, никто не сомневается, что против лома нет приема. Стабильный режим века простоять может. Но есть два нюанса. Во-первых, деполитизированные граждане с вилами на Кремль, конечно, не пойдут. Максимум на губернатора побухтят. И пожалуются на этого губернатора тому же Путину. Правила игры всем понятны. Недовольство местным начальством выражать можно, а главным начальством нельзя. Но еще деполитизированные граждане не будут сопротивляться захватчику. Тут как раз не виним в войне федеральную власть, но и на ВСУ всех собак не вешаем. Просто случилась катастрофа, никто не виноват. Вообще, это интересный момент. В восприятии курян образ украинцев остался таким же, каким был до войны, когда контакты между жителями приграничья с обеих сторон были частыми. Люди ездили туда-сюда за покупками и в гости, дружили и роднились. И несмотря на войну и пропаганду, этот образ не был вытеснен образом врага, который транслирует власть. Не появилось протестной мобилизации, но никакой провластной тоже не просматривается. С вилами на украинские танки жители Курска идти совершенно не собираются. Даже чтобы родную землю оборонять. И в этом для нас первая хорошая новость. Нынешняя война совершенно точно не станет народной. Вторая хорошая новость в том, что наша автократия не первая автократия на Земле. Режим этот изучен и в целом понятен. Политологи прекрасно знают, ровно в тот момент, когда общество впадает в уныние, когда большинство верит, что это все навсегда и режим кажется максимально устойчивым, именно в такой момент случается какая-нибудь дурацкая ошибка, и авторитарная устойчивость превращается в авторитарную хрупкость. Иногда автократия, осмелев, совершает просчет. Допускает на выборы, например, несистемного кандидата, совсем слабого с виду противника, Светлану Тихановскую вот. Иногда, наоборот, решает закрутить гайки сильнее, чем это готово стерпеть общество, как в 91-м во время путча ГКЧП. Иногда может появиться черный лебедь, типа как было с Евгением Пригожиным. Причем, когда он придет, граждане будут относиться к происходящему как к футбольному матчу. Никто не пойдет защищать любимого президента. А иногда диктатор и вовсе может заболеть или даже умереть. Словом, случается событие, которое показывает гражданам: режим не вечен, не всесилен и не неуязвим. И тогда открывается окно возможностей. Те самые люди, не имевшие никакого мнения, просто потому что не могли себе позволить этого, внезапно это мнение приобретают. И обычно оно заключается в том, что автократ виноват в большинстве проблем. И вот устойчивая, непоколебимая система начинает рушиться на глазах. А уже сильно позже всем покажется, что этот крах был неизбежен. Предсказать, когда это случится, невозможно. Но момент, когда политический контроль ослабнет, а страх перестанет быть тотальным, рано или поздно наступит. До завтра.